Друзья, привет! В прошлом видео мы обсудили, где найти API-ключи от ChatGPT. В этом видео я расскажу, где найти и как создать API-ключи от Facebook. Но сразу хочу предупредить, API-ключи дают вам доступ до Facebook, до Instagram, до страниц. Не до личного вот этого профиля Facebook, а до ваших страниц. Потому что если у вас есть какой-то бизнес, вы делаете какие-то страницы, создаете на Facebook и в Instagram, обязательно вы должны их связать. Бизнес-аккаунт должен быть вот этот, который связывает страницы так, чтобы если вы публикуете что-то в Инстаграме, автоматически публиковалось в Фейсбуке. И вот когда они связаны, эти страницы, вы можете использовать API-ключи. Некоторые будут рассказывать, потому что это я сам, когда искал эту информацию, получал такие видео, что нет, это практически невозможно получить у Фейсбука ключи, нет, надо идти на посторонние сервисы, там платить деньги, и тогда типа публикации в Facebook, то все через сторонние сервисы. Это тоже прикольно, это тоже да, то есть через сторонние сервисы тоже публикации проходят, там проще соединиться, но мы люди, как говорят, нормальные герои всегда идут в обход, мы пойдем прямым путем, мы пойдем прямо в Facebook и будем генерировать там ключи. Чем это лучше, когда конкретно Facebook вам выдал ключи, это лучше тем, что Facebook эти ключи банить не будет. Если вы используете обходные пути, чаще можете получить баны от Facebook и вообще перестанет ваша страница открываться. Так что прямо на Facebook. Ссылки я буду оставлять, куда идти, смотрите, вот это. У меня тут кое-какие созданы, которыми я уже пользуюсь этими ключами, все, но еще буду создавать и показывать, как я их тут создавал. Единственный, сразу предупрежу, есть такой прикол, то на определенном этапе, для того, чтобы ключи окончательно заработали, Facebook обязательно вам предложит подтвердить вашу компанию. В каком плане вашу компанию? Не думайте, что это что-то такое суперсложное, если у вас нет большой фирмы, вы, значит, не сможете сделать. Сможете, к примеру, я считаюсь частным предпринимателем, я написал, что да, я являюсь частным предпринимателем, там просто надо отвечать на вопросы. Мой налоговый номер такой-то, все. Проверка на следующий день пришло, что ваша компания подтверждена, можете пользоваться этим. Как правило, эти ключи даются для разработчиков всяких приложений, но и для простых людей тоже. Так что не стесняйтесь попробовать. Идем, значит, на вот эту страницу. Вы заходите под своим именем Фейсбука, где вы вот сначала заходите в Facebook со своим именем, у вас должны быть страницы на Фейсбуке. Эти страницы должны быть связаны со страницами на Инстаграме. Если вы хотите публиковать и в Инстаграм, и в Facebook. Если не хотите публиковать, только в Facebook, не обязательно тогда страницы Инстаграма. И идем здесь создать приложение. Название для приложения выбираем. Я напишу, что это тест или что-то в таком духе. Указываете свой email, под которым вы в Фейсбуке зарегистрированы. И вот здесь смотрите, создавайте рекламу приложения, управляйте с помощью Meta Ads. Доступ к Threads API. Кстати, я еще не попробовал, надо будет вот это доступ к Threads API попробовать. Но мы идем дальше к нашим автоматизациям, вот этим N8N, чтобы здесь подключать Facebook. Я даже покажу, где, к примеру, вот у меня есть подключенный тут Facebook. Вот Леонид Тима, соцсети. Вот эта автоматизация, вот у нее подключен, смотрите, Telegram, Facebook и вот это Instagram. Она использует вот эти ключи. Значит, мы продолжаем. Нам надо выбрать другое. То есть нам ничего вот этого не нужно, мы идем другое. Отмечаем другое, идем далее. Здесь компания или пользовательские. Можно просто вот это самое, пользовательские. Далее. Так, тест название есть, email есть. Бизнес-портфолио не выбран. Это про то, что я вам говорил. Бизнес-портфолио, то есть у вас бизнес-профиль, да, вот где подключен то-то, то-то и то-то. И вот смотрите, у меня тут много всяких бизнес-профилей есть. Я возьму, к примеру, Леонид Тимо. Это вот для этого бизнес-профиля. Здесь соединены страница про Аргентину и с профилем Инстаграма тоже на Аргентину. И создать приложение. То есть мы указываем для кого? Подтверждение. Пароль вас запросят от Фейсбука. Подтверждаете, заходите. То, как наше приложение создано, что нам нужно? Нам надо идти в настройки приложения в основные. И не заработает это приложение, не выдаст никакой API-ключ до тех пор, пока мы не включим рабочий режим. Но
чтобы включить рабочий режим, этого недостаточно еще, потому что хоть здесь и не отмечено, что это обязательно, но в то же время у вас не заработает, если не будет URL-адреса политики конфиденциальности. Вот здесь обязательно вам нужно вставить URL страницы, где есть какая-нибудь политика конфиденциальности. Значит, берете любую вашу страницу, я пойду на свою компьютерную страницу, то есть это не обязательно должна быть именно такая же страница и все. Просто у вас есть какая-то страница, и там где-то указана политика конфиденциальности пользователей. Это такие правила. Там в Евросоюзе везде такие правила. Значит, вы должны взять вот URL этой страницы и сюда вставить. Вот, к примеру, страница dacros.com.ar, это на компьютерный сервис. Вот, политика de privacidad, Dacros-Tech. Здесь политика вот это вот приватности, или как сказать правильно. Значит, я ее нажимаю, страничка открывается, я беру, копирую вот этот линк, возвращаюсь сюда и обязательно вот здесь я ее должен вставить. Вот я вставил. Сохранить изменения и включить рабочий режим. Также обновите не только, видите, не только конфиденциальности, а и про удаление данных. То есть вот о том я и говорил. Можно даже ту же самую страницу вставить еще и сюда. Вот. Я поставил ту же самую страницу и на удаление данных, и это. Если нет, рекомендую, если у вас нет таких страниц, рекомендую создать одну страничку на каком-нибудь вашем сайте, которую назовите. Одна там политика de privacidad, вот как они просят, политика конфиденциальности, и вторая так удаление данных пользователей. Если пользователь захотел, то вы там написали, что если вы захотите, мы вас удалим. Ну вот делайте такую страничку и это самое. После этого, если вы все правильно вот эти две штучки заполнили, у вас включится рабочий режим. Без этих штучек у вас рабочий режим не включится, ребята. Как вы видите, рабочий режим включился. Вот есть рабочий режим и сохранить изменения. То есть теперь это вот будет работать. Теперь нам нужно под нее создать IP-ключ. Для этого нам нужны инструменты. Идем сюда, и сверху самое первое — Graphic API Explorer. Нам надо идти вот в это место. Здесь происходит один фокус, который часто у меня, выдавал много ошибок, и может быть такое, что у вас тоже он будет выдавать ошибок. Вы никак не можете подключиться здесь своим, допустим, там получить API ключи, подключить еще то. То есть вот здесь вы выбираете приложение, то есть для какого приложения, потому что у меня разные приложения, допустим, тест, и начинаем генерировать здесь ключи. Но если у вас стоит блокировщик рекламы, вы никогда не сгенерируете. Я тут потратил очень много времени, потому что у меня стоял на вот этом Гугле Chrome блокировщик рекламы, и Facebook никогда не выдавал мне никаких ключей. Так что вплоть до того, что приходится уходить или отключать, отрубать блокировщик рекламы каким-то образом, удалять его, или переходим просто на другой какой-нибудь допустим, там майкрософтский, еще какой-то навигатор, то есть вот другой браузер используем. Пробуем там дальше продолжить. И сразу подскажу, что так как я делал это тестовые вещи, то в некоторых настройках, вот которых страницы и всего, я тут указывал как бы любые вещи, да, только для того, чтобы снять видео. Вы должны указать и создать нормальные страницы, иначе у вас их просто не одобрят вот в этих местах. И если у вас что-то будет не одобрено или не подтверждена компания, так как я сейчас написал любую компанию, то, соответственно, вам могут не выдать токен, но вы должны все это пройти. Потом вы нажимаете вот сюда, в инструменты, и вот здесь, к примеру, выбираете свое приложение, тест. Что потом вы делаете? Generate Access Token, то есть генерировать токен. Допустим, генерировать токен. И вот смотрите, отправить на проверку входа, потом некоторые они же не были одобрены. Отправить на проверку сейчас или узнать больше. То есть тут как бы у меня не все одобрено, потому что я, что попало, написал. Но вы должны написать правильно. Но я могу взять для того, чтобы вам показать. Берем, допустим, какую-то, которая у меня уже одобрена, и все, к примеру, которой я пользуюсь, вот этот. И сделаем. Видите, у меня сразу выскакивает уже такой вот этот маркер доступа, это и есть API-ключ. Вот он, здоровый такой. Здесь можете его не копировать, потому что он туда еще столько же уходит далеко, то есть это он большой.
И здесь вот разрешение, что может делать этот API-ключ. И в этих разрешениях вы выбираете потом, в этих разрешениях сами их выставляете. Допустим, вот тут есть Instagram, бизнес-доступ и есть Facebook. То есть все вот эти разрешения вы должны подключать. Смотрите, все, что относится к страницам, бизнес-администрациям, вот этим всем, и Instagram, то есть все вот эти разрешения. После чего вы идете вот сюда, где эта верхняя строчка, все, что тут написано, вы удаляете и пишете «мы», и потом вот этот флеш, или как он называется, кривая вот это, и там выскакивает аккаунт, ну вот этот аккаунт, и нажимаете Enter. И вот у вас выскочит куча всяких ваших страниц, которые у вас существуют. Видите, вот здесь куча страниц. И нам не важен, в принципе, вот этот вот токен, который как бы генеральный токен. Нам нужны вот эти токены. Вот видите, допустим, магазин оборудования, там, прокат рыболовных снастей, и вот это вот зелененькое, вот эти вот. Это вот есть токены, которые нам действительно нужны. Вам нужно брать вот этот токен на вашу страницу, которой вы хотите получить доступ. Вот он такой длинный этот токен. Мы его копируем. Не тот генеральный, а этот. Идем снова в инструменты и отладчик маркеров. И вот здесь, в этом месте, мы вставляем какой-нибудь из наших этих токенов, которые мы скопировали. Вставить и нажимаем отладка. И вот он покажет, что какому он принадлежит, как бы идентификатору приложению, какие страницы он обслуживает, этот токен. И написано, что приблизительно через час он пропадет. То есть это самое, 2 часа он будет работать там, допустим, час этот токен. Для этого вам нужно идти вниз и нажать «Продлить маркер доступа». Снова вас запросит пароль, продлеваете. И говорят, что раньше Facebook давал навсегда после этой операции продлить маркер доступа. Теперь он дает на 2 месяца. То есть каждые 2 месяца вам надо будет повторять эту операцию. Это немножко неудобно, но в то же время Facebook будет понимать, что вы живой разработчик, вы будете делать. И вот в конце, внизу у вас получается ваш реальный вот этот токен. Понятное дело, я его там замылю, этот токен. Но вот это и есть этот токен. И написано, что он будет истекать 3 ноября 2025 года. Так как сегодня я 4 там делал и числа, и вот на 2 месяца он у меня продлен полностью. Это и есть API-ключ вам на 2 месяца Facebook, который вы будете использовать в наших вот этих вот приложениях, которые будут настроены публиковать туда все это. Вот мы уже рассмотрели, где берется и как берется второй API-ключ. Первый — это был у нас API-ключ из ChatGPT, и второй Facebook и Instagram. Это один и тот же API-ключ, который вы будете использовать в этих вот автоматизациях. Подписываемся на канал, ставим лайки и до следующих видео.